Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца мая. Давайте посмотрим, что ожидает близнецов в этот отрезок времени и какие карты вам сегодня выпадут. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что расклад вам понравился, что вы нашли в нем много полезного. Итак, давайте посмотрим, какие же карты вам выпадут здесь. Первая карта, которая у вас есть, это паж жезлов. Это, знаете, как какая-то информация, которую вы можете получить. Можете получить с этой информацией прилив энергии, творческого вдохновения. Возможно, некоторые из вас почувствуют такую искру, которая может разгореться во что-то новое, а возможно, это сообщение вызывает у вас такие чувства. Но в любом случае достаточно хорошая такая, карта первая. Дальше идет императрица, карта матери, карта очень женская, карта женственная, карта деторождения, плодородия и в целом возможности что-то выращивать, взращивать в вашей жизни. Может быть и финансовые тоже аспекты она затрагивает, если это касается работы, финансов. Но также и отношения может она взращивать. То есть в любом случае это подходящее время для посадки семян. То есть вы садите семена для того, чтобы потом о них заботиться, чтобы они выросли, вы их поливаете, чтобы потом получить какой-то урожай. То есть это плодотворное время для того, чтобы сейчас что-то вот как посадить, начать это делать. И карта туза кубков нового начала, она действительно показывает новый этап, новое начало. Это единица. Она, может говорить о начале новой любви или каких-то романтических отношений, когда вы в омут с головой окунаетесь в них. В любом случае начинается этот новый путь или новая возможность для вас с тузом кубков. И она может быть очень и очень перспективной. И она заставляет чувствовать вас, себя эмоционально открытыми, пробуждающимися или обретающими вновь душевное равновесие и радость, потому что туз кубков, он сулит в себе очень большой потенциал. От туза, от единицы кубков мы идем к десятке кубков, чтобы прийти к кульминации в десятке кубков, которая показывает счастливый дом, счастливую жизнь, где все благодаря вашим усилиям складывается максимально хорошо, и вы обретаете счастливую семью. То есть здесь может быть влюбленность, которая приведет к этой семье, или какой-то важный шаг ваш, который сделает вашу семью счастливее, к примеру. То есть карта очень хорошая и имеющая большой потенциал еще и с картой императрицы. И вот тена тут пятерка жезлов у вас как основным фокусом выпадает и показывает определенную напряженность и раздоры, конфликты. Мы сейчас разберем, почему она выпала, потому что она идет в противовес с другими картами. Может быть, здесь будет какая-то конкурентная борьба за что-то или какое-то внутреннее напряжение, внутренний конфликт, который вы проживаете. Но основная часть прямо очень такая позитивная, хорошая, и она посвящена новизне, росту, энтузиазму в этом новом росте и развитии. Возможно, вы не совсем уверены, стоит ли воспользоваться какой-то хорошей плодотворной возможностью, и у вас есть внутренние вот эти тяготения, стоит или не стоит, делать или нет. То есть какие-то есть скептики в вашем окружении, которые могут не согласиться с вашим новым путем и говорить, что нет, тебе это не подходит, тебе это не нужно, и ставить вам палки в колеса. И может быть вот поэтому эта пятерка жезлов здесь и выпадает. Но мы сейчас ее разберем, поймем, почему она, еще один туз. Разберем, почему она выпала. Вот еще один туз, он в целом-то опять показывает начало, единица, новое начало, новый этап, который вы можете здесь начать, и он будет очень-очень результативным, и вы хотите этих перемен, хотите этих начинаний, и туз жезлов — это огонь, это искра, это та первая искра, с которой разжигается костер, она чем-то похожа тут с принцем жезлов в этом отношении. Тут же еще и правосудие есть. Я думаю, если вы правильно все спланируете, то в итоге все сложится. Если все будет хорошо по документам или законно, то все будет в вашу пользу. На самом деле все зависит от того, как вы с этим справитесь, потому что вот что посеете, то и пожнете, что заслужили, то получите по правосудию. То есть если вы не преодолели какие-то трудности или действовали в противовес закона, то не получится. Если действовали правильно, законно, выбрали правильный путь, то, соответственно, получите хороший результат. То есть вам нужно действовать правильно, нравственно, этично и максимально справедливо, потому что здесь у вас
есть это правосудие. В целом здесь очень много энергии огня, простите, очень много энергии, ну, вот с этим тузом, пятеркой жезлов, принцессой жезлов, да, очень много при этом и желания стабильности с императрицей. Но знаете, здесь может быть какая-то эмоциональная сложность ситуации, то есть каким бы ни был этот новый путь или новая возможность, для кого-то это может быть возможность в отношениях или какая-то возможность в бизнесе, какой-то новый проект или присоединение к новому сообществу, что-то в таком духе. Но вот в любом случае здесь это может вызывать у вас, ну да, возможно, какие-то внутренние противостояния, какой-то конфликт внутренний, который здесь происходит. То есть создается впечатление, что в эмоциональном плане это может быть для вас сложно или может иметь некоторые эмоциональные сложности, да, и лишь последствия этого, ну не знаю, могут иметь какие-то для вас сложности, если что-то пойдет не так. Я думаю, что если вы пойдете опять-таки по пути справедливости и честности, и будете честны перед собой в том числе, то есть будете общаться ясно, четко и открыто, то ситуация смягчится, и это повлияет на то, как вы будете двигаться дальше, соответственно. Ну и на исход дела, соответственно, тоже повлияет. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта звезда и карта верховная жрица. Ну вот вы, да, возможно, вы не уверены, стоит ли соглашаться на эту новую возможность или какую-то новую работу, новые отношения или предложение в существующих отношениях какое-то. Потому что если вы это сделаете, это может создать некоторые эмоциональные сложности или проблемы, с которыми придется справляться. И вы, может быть, сомневаетесь, справитесь ли вы с сложностью, если она произойдет. То есть это единственная вот такая негативная карта на сегодняшний день, на этот момент, да, которая здесь в этом раскладе появляется. И вот я пытаюсь просто понять, почему она здесь у вас есть. Ну вот эта верховная жрица и звезда, она показывает, что вам нужно доверять своей интуиции и двигаться вперед в ситуации, когда вы, возможно, уже отказались от какой-то идеи или какого-то нового видения, отказались от своей мечты какой-то, потому что она не сбылась в прошлом, или даже просто тот факт, что появляется новое предложение или какая-то новая возможность, да, возможно, вы отказались от идеи или закрыли дверь перед новым путем, новой перспективой, потому что, возможно, вы считали, что это для вас недостижимо или это вам не подходит, потому что здесь вот эта звезда, карта возрождения, восстановления надежды выпала. То есть у вас возрождается надежда после какого-то разрушения. То есть что-то раньше могло не получиться, а сейчас вы думаете, что а вдруг получится, да, в этот раз, а вдруг осуществится все-таки мечта там всей вашей жизни, и вы для этого можете готовить почву. Может быть, у кого-то не удавалось забеременеть, к примеру, и вы решили, что это уже не удастся сделать. Здесь как будто бы появляется надежда с императрицей, что это действительно может получиться. И да, у вас могут быть внутренние сомнения, но при тузе кубков, скорее всего, вам это удается. То есть вам удается это сделать более успешно и удачно. И в принципе это касается любой сферы жизни, любой ситуации, в которой вы оказались. Это может быть, так как это общий расклад и в отношении любой ситуации. Но здесь однозначно есть прилив новой надежды, оптимизма, и вам нужно доверять своей интуиции, своим внутренним ощущениям, потому что для вас это будет особенно важно во второй половине мая. Вам нужно будет убедиться, что ваши решения, все ваши решения, выбор, все ваши действия вами воспринимаются безболезненно, и что вы с ними согласны, что оно не идет в противовес с вашими установками правильного. И я думаю, что вот, да, собственно, вот эта императрица, которая здесь у вас есть, которая говорит о плодородии, о развитии, тут же 4 мечей, да, выпадает, может говорить о фертильности, может символизировать беременность, зачатие, роды, все, что связано с материнской энергией, с воспитанием детей, а так как еще есть 10 пентаклей, то есть семья, семейная такая энергия, она очень позитивная, она прекрасная, да, и тут еще есть этот, собственно, и пажа жезлов у вас, и карта 4 мечей о желании здесь разобраться в своих мыслях, понять, как для вас лучше, насколько вам правильно так поступать или нет, соответственно, с этой новой возможностью, которая вам дается.
Но опять-таки сейчас как будто самое подходящее время для этого, чтобы посеять эти семена. Самое подходящее время, чтобы сделать первые шаги в этом направлении. И, возможно, вам это предложил там другой человек, к примеру, который хочет вас поддержать, одобряет какие-то ваши действия, приободряет вас, если вы сомневаетесь. Но тут же опять семерка мечей может показывать вместе с Верховной Жрицей, что не нужно разглашать всем подряд свои планы, свою там стратегию или какие-то свои мысли о будущем. Не делиться своими планами с большим количеством людей или не говорить об этом слишком часто. Счастье любит тишину, да, старайтесь здесь, если это новые отношения, может быть, не сразу их быстро разглашать. Если это желание забеременеть, не рассказывать тоже всем подряд о ваших планах, потому что это такая хрупкая очень стадия, которую можно разрушить, если вы будете вот так вот разбрасываться этой энергией. То есть такой маленький саженец, который вот только-только начинает прорастать, и он очень нежный, очень хрупкий, он недостаточно подрос, поэтому для того, чтобы его защитить, его нужно оградить таким куполом, как теплицей, чтобы никто ничем не мог на него повлиять, даже каким-то взглядом или словом плохим. Поэтому здесь есть какая-то вот у вас необходимость защитить этот новый путь, эту новую возможность, вот что бы для вас то ни было. И не рекламировать это слишком громко, слишком бурно, да, об этом. Хотя тут тройка кубков есть. И тройка кубков, но это и успех может быть, желание успеха. Двойки, двойки мечей, двойка жезлов, то есть два варианта. В принципе, опять созвучно можно сказать, потому что есть как две возможности сделать так, как вам предлагает здесь судьба, то есть воспользоваться каким-то предложением новым, либо остаться с тем, что у вас есть. И вы сдерживаете себя до поры до времени, как-то боретесь со своими чувствами, не знаете, как лучше поступить. Возможно, перед принятием решения вы отдохнете, просто сделайте какую-то паузу, возьмете маленький отпуск или что-то в таком вот роде. И по четверке мечей просто попытаетесь в таком уединении разобраться в своих чувствах, истинных каких-то намерениях или желаниях и разобраться, сможете ли вы, потянете ли вы эту ситуацию, точно ли это то, чего вы хотите, и сможете ли вы это развивать в той мере, в которой как бы, да, запланировали. То есть вам нужно убедиться, что то, во что вы будете инвестировать, будь то деньги или ваше время, любовь или какие-либо другие усилия, что это то, что имеет разумные или даже более чем разумные шансы действительно вырасти во что-то очень значительное, допустим, в эту десятку пентаклей, то есть счастливую семью или жизнь в достатке, в благополучии, если мы говорим о каком-то шансе в плане карьеры. То есть вы думаете о долгосрочной перспективе этой темы. И здесь вот с этими двойками принимаете решение, потому что вы хотите добиться успеха, который можно будет отмечать, радоваться совместно там потом с другими людьми. Но вы сейчас находитесь на таком вот как распутье, как выборе, да, соответственно, для вас. И тут же еще есть тройка пентаклей, как карта поддержки, которая вам здесь будет нужна особенно. Простите, ненадолго убежала, но сейчас так, вернулись. Принцесса Пентаклей и тройка Пентаклей, которые у вас есть. Но опять, да, тройка Пентаклей, решительные шаги, которые вам здесь нужны. И вместе с этой двойкой, которая у вас есть, одна и вторая, и тройкой кубков, которая тоже есть. Необходимость принять непростое решение, потому что у вас есть два разных пути, и вы не совсем уверены, какое решение вам следует принять, и вам нужно сделать шаг назад, чтобы принять это решение, основываясь на всех фактах, да, на вашей интуиции, возможно, и не позволять никаким внешним факторам или внешним мнениям повлиять на там, вашу точку зрения или повлиять на принятие вашего решения. То есть вам нужно убедиться в том, что в том решительном действии, которое вы здесь предпринимаете, в том шансе, который вам дается и который у вас есть шанс принять, что вы действительно осознанно принимаете эту возможность, да, что вы на нее соглашаетесь, потому что вам этого хочется, а не потому что это нужно кому-то другому, кто вас пытается на это надоумить или подтолкнуть к этому, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Близнецы, пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я буду очень-очень признательна вам за любое ваше сообщение. Берегите себя и до скорого!